Жонглирование. Цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и ловить одновременно несколько одинаковых или различных предметов. Жонглирование – один из основных жанров циркового искусства. Ловкая манипуляция с предметами честно и неприкрыто отражает уровень мастерства исполнителя. Все мы знаем цирковых жонглеров. Если не знаем их по именам, то знаем, что они в принципе существуют. Они узнаваемы. Этот жанр известен. Но есть ли в нем хоть какой-то смысл? Есть ли хоть какой-то смысл в подкидывании и ловле предметов? Может быть, в этом есть какой-то символизм? Цирковые артисты были известны с древнейших времен. Площадкой для выступлений служили как эллипсообразные ипподромы в Древнем Риме, где проводились бега на колесницах, выступали акробаты, жонглеры, дрессировщики, так и балаганные ярмарочные сцены в Германии, Польше, Средней Азии, Франции. Артисты же называли, соответственно, шпильман, скоморох, франт, дарвоз или жонглер. Важно обратить внимание на то, что жонглер – это не только тот манипулятор с предметами, которого мы себе представляем, услышав это слово. Французский термин жонглер произошел от латинского слова «joculatор», что означает шутник, забавник, остряк. В средние века во Франции жонглерами называли уличных артистов, бродячих комедиантов. Жонглеры выступали на ярмарочных гуляниях, декламировали, пели песни, показывали трюки, проще говоря, были универсальными артистами. Мастерское владение несколькими музыкальными инструментами было одним из важнейших требований, предъявляемых к жонглеру. Сохранились напутственные слова Гератуа де Калансона, предназначенные в начале 13 века одному жонглеру. «Жонглер, ты должен достаточно хорошо знать 9 инструментов: фидель, волынку, дудку, арфу, симфоний, жигу, декахорд, псалтериум, роту. Если ты научишься играть на этих инструментах, то сможешь удовлетворить все вкусы». Говоря об истории цирка, нельзя не упомянуть китайскую цирковую традицию, истоки которой уходят в ритуалы шаманизма, обряды солярных циклов, церемонии поминовения усопших. В этих архаических обрядах шаман-маг являлся главной фигурой, а его помощниками выступали музыканты, певцы, танцоры и, можно так определить, цирковые специалисты: акробаты, эквилибристы, жонглеры, наездники, фокусники. Ко II веку до нашей эры в Китае стали появляться профессиональные артисты, которые стали участвовать в похоронных обрядах. Демонстрация байси, 100 представлений, которые включали в себя акробатику, жонглирование, танцы, пение, хождение по канату, являлись неотъемлемой частью похоронной церемонии. Однако положение артиста, несмотря на общественную, ритуальную, культурную значимость, как в Китае, так и в странах европейского континента, всегда было неоднозначным. Жонглеров боялись и презирали. Но в средневековой Европе без представлений не проходил ни один праздник. Простой народ был рад лицезреть необычные умения артистов. Проповедники же громили пестрый люд за безнравственность и грозили отлучением от церкви. Однако, как говорится, сколько людей, столько и мнений. К примеру, король Леона и Кастилии Альфонс X, мудрый, наоборот, покровительствовал хугларам, содержал их на жалование.
Что интересно, нередко местные церковные власти и приходское духовенство тоже благоволили бродячим артистам. Гистрионы были своеобразными хранителями коллективной памяти народа, коллективной памяти простых людей, которые были безграмотны, не умели читать, но любили смотреть и любили слушать. Такие своеобразные средства массовой коммуникации. Средневековые артисты не были обласканы судьбой, но они приносили людям радость. В их синкретическом творчестве были рождены начальные элементы тех искусств, которые обособятся и произрастут далее. Музыка, балет, комический театр, цирк, эстрада. И современный цирк сохранил эту эклектичность, объединив в себе множество жанров. Цирк в современном понимании появился в середине XVIII века с легкой руки Филиппа Астлея. История советского цирка – это отдельная тема для исследования, однако, что стоит заметить, с самого начала существования страны Советов государственная позиция, можно сказать, даже политическая позиция, заключалась в утверждении цирка именно как вида искусства. Можно даже сказать, что советская власть взяла на себя ответственность за разрешение кризиса идентификации цирка как направления творческой деятельности. Великая Октябрьская социалистическая революция, создание советского социалистического государства имели определяющее значение и для развития циркового искусства. Впервые цирк был признан подлинным искусством, которое призвано воспитывать массы в духе социалистических идеалов. Я написал небольшую статью про советскую школу жонглирования. Вообще вот это вот определение советской школы жонглирования, что оно значит и насколько оно связано с политикой, с политической конфронтацией страны Советов и Соединенными Штатами Америки во временах Холодной войны. И вы можете прочитать эту статью по ссылке в описании. Также интересно, что эту статью перевели энтузиасты с сайта International Juggling Association на английский и на испанский язык. Эту версию вы тоже можете прочитать по ссылке в комментариях. Собственно, не только искусствоведческими заявлениями ограничивались действия власти. Указ об объединении театрального дела от 26 августа 1919 года, основной посыл которого заключался в призыве к очищению цирков от буржуазной пошлости, содержал в себе также 23-й пункт, по сути приравнивающий цирки к неавтономным театрам. Однако искусство, в том числе цирковое, как известно, существует не согласно указам и постановлениям, тем более сочиненным в угоду политической конъюнктуре. Искусство – это живой организм. Соответственно, и данный указ носил скорее декларативный характер. Безусловно, доклады и диспуты на тему циркового искусства оказали большое влияние на формирование теории цирка. Цирковое искусство, согласно характеристике Луначарского, обладает коммуникативной, экспрессивной, когнитивной и идеологической функциями. Вадим Шершеневич провозглашал ликвидацию театра и пропагандировал царство мускулов. Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн не только называл цирк идеальным искусством, но и применял, если так можно выразиться, типично цирковые приемы для своих фильмов. Монтаж кадра, считает Эйзенштейн, художественный эквивалент акробатического прыжка. Каждый последующий кадр – это резкий перескок от предыдущего, вызывающий шоковый эффект у зрителя. Тем самым любое произведение кинематографа воспроизводит элементарную структуру циркового представления. А в 20-е годы 20 века к созданию советских цирковых постановок привлекались известные литераторы Адуев, Арго, Маяковский, Демьян Бедный. Их талант был в полной мере применен для постановки цирковых представлений с неприкрытой агитационной окраской. Известный пример – цирковое шоу, так называемая агитационная пантомима под названием «Москва горит», 1905 год, авторство которой принадлежит Владимиру Маяковскому. Итак, вернемся к жонглированию. Как мы поняли, Йокулор
латинское слово, означающее «забавник», имеет также непосредственную связь с французским словом «якулатор», под которым подразумевалось обобщенное наименование всех артистов, всех жанров. А в наше время жонглеров именуют именно ловкого манипулятора с предметами, который умеет подбрасывать, ловить одновременно несколько одинаковых или различных предметов. Жонглирование — один из старейших жанров циркового искусства. Сохранились древние изображения жонглеров, нанесенные на камнях бени-хасанских гротов в Египте почти 3500 лет до нашей эры. В разных странах жонглеры манипулировали разными предметами. К примеру, в Древнем Риме жонглировали в основном шарами, и такие жонглеры именовались пилариус, от латинского пила – шар. В странах Древнего Востока деревянными палочками, тряпичными мечами и диабола. В России манипуляции с предметами показывали скоморохи, и их именовали метальниками. Жонглеры никогда не ограничивались стандартным набором предметов, мячиками, булавами. К примеру, в дореволюционной России большое распространение получили так называемые салонные жонглеры. Их реквизитом были бытовые предметы. Известны примеры жонглеров стеклянными предметами: Брагин, жонглер-наездник Михаил Пащенко. Многие жонглеры выступали в роли богатых бездельников. К примеру, Роберто Альфонсо подбрасывал, ловил 3 открытых зонта, работал с 3 цилиндрами, то надевая их на голову, то снимая, удерживал в руке 2 кия, на которых был установлен стол. Постепенно номера салонных жонглеров стали приобретать комедийную окраску, и манипуляции с предметами, которые используются в нормальной жизни, только в быту, стали характерной особенностью жонглеров-эксцентриков и клоунов. Технической основой для циркового жонглирования является трюк, к исполнению которого артист готовится долгое время на постоянных репетициях. То же самое можно сказать и о жонглере-спортсмене, который оттачивает свои навыки, чтобы показать их на соревнованиях. Но основа цирка – это номер. Отдельное законченное выступление, исполняемое в цирковой программе одним или несколькими артистами. Номер не является простым набором трюков. Важное значение имеют также выход исполнителей на манеж и последующий переход к действию. Творческое общение между артистами во время действия и в паузах при переходе от одной группы трюков к другой. Уход с манежа, музыкальное сопровождение и художественное оформление. Творчески организованная совокупность всех этих элементов порождает культуру подачи номера, в результате чего зритель видит не только искусное исполнение трюков, но и впечатляющий художественно-цирковой образ. Йохан Хейзинга определял игру как форму становления культуры. Согласно его идеям, игра должна производиться в обособленном от земли, от всего профанного пространстве. Таким пространством является храм, экран или цирковая арена. Древний цирк, как говорит Хейзинга, это синкретическое зрелище, где все ипостаси находились в динамике равновесия. По формулировкам автора, цирк представляет собой не только модель реконструкции архаичной культуры, но и космос в миниатюре. Цирковой артист, жонглер, артист любого жанра в своем номере создает свой маленький мир. Вот эту самую вселенную в миниатюре. Если вспомним Александра Фриша, которого называли «Человек-праздник», когда он выступал со своим номером на моноцикле и жонглированием кубиками, артист приехал дать концерт. Он превращает моноцикл в пюпитр для нот и, воодушевившись реальностью происходящего, надевает цилиндр и дует что-то, больно ударяет его по голове. В цилиндре оказывается кирпич. Артист не унывает, открывает нотную тетрадь, оттуда вываливается еще один кирпич и ударяет артиста по ноге. Саша Фриш ударяет по барабану, кирпич вылетает из него, барабан сломан, музыки не будет. Артист уже собирается уходить, но решает в последний раз запрыгнуть на барабан, и вдруг он слышит ритм. Этот ритм тоже музыка. Он заходится в чечетке,
и незаметно для себя берет злополучные кирпичи и начинает ими жонглировать. Здесь начинается основная часть номера жонглирования кубиками или cigar boxes. Артист превратил свое несчастье в игру, а своих бездушных вредителей в действующих лиц своей игры. Если работу с предметом, который осуществляет Александр Фриш в своем номере, можно трактовать как своеобразную борьбу с иррациональным, бездушным хаосом материальности, то Лоик Фор, жонглер из Франции, в своем цирковом номере «Хом», столкнувшись с этими обстоятельствами, так и остается их заложником. Здесь не поможет рациональный подход, остается лишь признать факт, что предмет обладает подобием воли и правом принятия самостоятельного решения. В номере «Хом» Лоик Фор идет по сцене и тащит за собой цепь, на конце которой находится что-то явно тяжелое. Вдруг с неба падает мячик. Лоик Фор пытается дотянуться до мяча, но его сдерживает цепь, которую он сам же держит. С большими усилиями он подтягивает к себе ношу, ей оказывается небольшая клетка, доверху наполненная маленькими мячиками. Теперь он, наконец, может дотянуться до незваного гостя. Он берет мячик, несет его к клетке и передумывает его туда помещать. Тогда мячик, будто с благодарностью за то, что человек не дал ему попасть в заключение, начинает с ним играть, прыгать, перекатываться. После ряда манипуляций с мячиком человек решает освободить другие мячи, после чего они, почувствовав свою коллективную свободу, начинают навязывать свои желания человеку, превращая его в своего рода безвольную марионетку. У человека проявляется осознание своей безвольности, и он с большим трудом помещает все мячики обратно в клетку. Все, кроме того, условно говоря, первого мячика. Этот мячик теперь больше никогда не будет узником. Немногие жонглеры обладали структурным пониманием своей деятельности. Немногие жонглеры стремились сформулировать философию своего существования на сцене, философию своей профессии. И одним из этих немногих был Александр Кис, легенда советского цирка. Одно время его называли лучшим жонглером в мире. В финальных строках своей, по большей части, автобиографической монографии «Если ты жонглер» четко и конкретно формулирует личную, можно сказать, даже антропоцентричную философию жонглирования, в которой нет места очеловечению предмета. Если ты жонглер, то обязан добиться ритма, четкого и тончайшего, как песня. В симфонии движений ты должен не только раскрыть себя, но и сказать людям нечто значительное и важное. Если ты жонглер, то тебя можно сравнить с поэтом. В номере, как в поэме, биение твоего сердца, твое дыхание, твои мысли и чувства. Твой герой не имеет права прятаться за блеском бросков, фейерверком привычных движений. Он обязан еще раз и по-своему рассказать, сколь прекрасен человек, как он ловок и могущественен. Если ты жонглер, то должен слагать своим творчеством гимн человеку, гимн победный и торжественный. Ну, можно сказать, конечно, это такая консервативно-позитивистская традиция в духе 19 века. Александр Кис имел право на такую категоричность, потому что это был великий жонглер, и техническое мастерство Александра Киса до сих пор служит примером и образцом для многих поколений артистов по всему миру. Он первым сформулировал четкую технику жонглирования, которую также называли советской школой жонглирования. Довольно мутное понятие. Вот в моей статье я пытаюсь понять, что это такое. Если вам интересно, можете посмотреть. И это такой своеобразный математический подход. В пространстве интернета, на различных ресурсах есть статьи, видео, эссе, в которых жонглирование рассматривается с позиции конвенциональной логики, структурного мышления, математического подхода.
который изначально, конечно, заложен в комбинаторике перекидывания и ловли предметов. Ну, таким образом, есть теория, что джонглирование развивает умственные способности. Например, доктор психологических наук Джереми Дин в своей статье The Mental Benefits of Juggling, польза жонглирования для психики, приводит результаты научного эксперимента. Взяли две группы людей. Одна группа людей училась жонглировать в течение 6 недель, другая группа не училась. И, соответственно, по истечении эксперимента провели исследование мозговой активности у людей, которые учились жонглировать, и активность была больше. Это явилось следствием изучения совершенно нового навыка для человека. Жонглирование таким образом является сферой деятельности, которая интересует не только артистов, исполнителей, но и ученых, представителей других профессий, интеллектуальных профессий. Так, например, Питер Франкл, кандидат математических наук, полиглот, владеющий 11 языками, преподаватель, является также уличным артистом оригинального жанра и применяет свои математические теории на практике через перекидывание и ловлю предметов. Для него это своеобразный инструмент коммуникации, потому что лекции слушать не так интересно, как смотреть на выступление артиста, ну, по большей части, чаще всего. Как инструмент коммуникации жонглирование применяет также коллектив Less Object Valance, Денис Пумье, Тун Шурман и Дэвид Фишер. Зацикленное электронное музыкальное сопровождение вкупе с жонглированием создает у зрителей впечатление сопричастности к какому-то неведомому движению ума, ритуалу исследовательской деятельности. Жонглер и стендап-комик Майкл Дэвис в полной мере использует повествовательный элемент в своих выступлениях. Он создает образ неумелого жонглера через рассказывание историй, через вот эти нелепые трюки с обычными предметами, создается юмористический эффект. И зритель понимает, что это всего лишь игра, ведь действия артиста расходятся с тем, что этот артист говорит. То есть это своеобразный ненадежный рассказчик. Можно прийти к выводу, что артист-жонглер, исполняя трюк, использует игру как способ своего существования. Разными средствами, помимо технических, также юмор, интеллект, философия, эмоции, бросает вызов повседневности, транслирует искаженное, нестандартное восприятие действительности. Все его действия, так или иначе, являются символическими. Это способ преодоления иррациональности реального мира, иррациональности и жестокости материального, которое нас окружает. Через это взаимодействие рождаются новые смыслы. Происходит своеобразный семиотический скачок, наделение смыслами вещей, которые изначально помещены в другой контекст. Однако взаимодействие с предметами, перекидывание, ловля предметов, жонглирование может символизировать не только необычное восприятие действительности, но и способ выражения одного из самых сложных чувств, религиозного чувства. Так известна притча о жонглере Богоматери. Это средневековая притча, которая существует в нескольких трактовках, известны современному читателю две, как минимум. Это версия Паула Коэльо и версия Анатолия Франца, которая лично мне нравится больше. Анатолий Франц рассказывает о жонглере по имени Барнаба, который жил во Франции в эпоху короля Людовика. И это был не только экулатор, но и жонглер в современном понимании. Учитывая известное в средневековье отношение к бродячим артистам, нельзя не заметить тот факт, что Барнаба был очень набожен, и больше всех святых он почитал Богоматерь. Он очень хотел выразить свою любовь к Богоматери, но не знал, как это сделать, потому что он был неграмотен и умел только жонглировать. После беседы с монахом Барнабу приняли в монастырь. Он был рад тому, что стал на путь истинный, но
он все еще никак не мог понять, как можно выразить свою любовь к Богоматери. Он искал всяческие возможности, молился со всеми, участвовал в службах. И день ото дня все больше сокрушался, пока однажды утром он не пробудился с радостным чувством. Он поспешил в часовню и остался там на несколько часов. После этого каждый день он отправлялся в часовню и проводил там в одиночестве какое-то время. Монахи заинтересовались, чем Барнаба занимается там, оставшись один на один с иконой. В очередной день настоятель с двумя старцами наконец увидел, что все это время делал Барнаба. У алтаря Святой Девы Барнаба, держась на руках вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал 6 медными шарами и 12 ножами. В честь Божьей Матери он проделывал фокусы, за которые его когда-то особенно хвалили. Монахи, увидев это, решили наказать Гистриона за кощунство, однако их остановило чудо. Пресвятая Дева сошла с амвона и вытирает полую своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера. Само по себе жонглирование не несет никакой цели. Следовательно, символика не зависит от технического фактора выступления жонглера. Жонглирование может быть символом только тогда, когда оно подчиняется общей идее художественного произведения, будь то номер или театральное шоу. Артист-жонглер через трюк использует игру с предметом как способ существования. Разными средствами художественной выразительности он бросает вызов повседневности, транслирует нестандартное восприятие действительности. Но символическая трактовка жонглирования, на мой взгляд, возможна только тогда, когда есть номер, и когда в этом номере четко прослеживается авторская позиция. Тогда жонглирование может символизировать, к примеру, господство человека над хаосом через организованную манипуляцию с предметами, одушевление предметов и зависимость человека от них, или просто игру. Чтоб у нас был общий разговор, кидаю так, кидаю сяк, я их все ввысь, они же вниз, я без бросания ни дня. Но она все не смотрит на меня. Дома всю посуду покидал я вниз, хвастаться не буду, но разбил сервиз, бросил вместе с полкой, а потом осколки долго я еще кидал на бис. Кидал и так, кидал и сяк, я их все ввысь, они же вниз, я без бросания ни дня. Но она все не смотрит на меня.